Сегодня я снова вернулся в квартиру своего подписчика, где творились странные вещи. Вы это могли заметить на прошлом выпуске. Это было вчерашней ночью. А сегодня я вернулся сюда снова для того, чтобы выяснить, что же будет твориться сегодня и завтра. Я проведу здесь еще 2 ночи. Но меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». И мы начинаем. Итак, друзья, для тех, кто не видел в прошлом выпуске, вот эта квартира. Друзья, для тех, кто не видел первую ночь в этой квартире, обязательно посмотрите ее. Ссылка сейчас появится на ваших экранах. Хочу напомнить, что человек здесь живет. Он просто доверил мне свою квартиру, чтобы я снял здесь несколько ночей. Итак, друзья, сейчас я начну проводить эксперименты и буду наблюдать, что будет происходить на протяжении всей ночи. Итак, друзья, первый эксперимент. Это один из моих давнишних старых экспериментов, в котором используется обычная тарелка, на которой написано «да» или «нет». И в нее я кладу либо спичку, либо палочку какую-нибудь с заостренным концом, либо обозначающим конец, которого должен указывать на «да» или «нет». В данном случае это обычная зубочистка. Если в этой квартире есть какая-то сущность, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Ответь «да» или «нет». Пока что, друзья, никаких движений не происходит. Здесь кто-нибудь есть? Ответь мне «да» или «нет». Никакой реакции, друзья. Но ориентируясь на прошлую ночь, я знаю, что здесь что-то присутствует. Но почему-то на данный момент не хочет вступать с нами в контакт. Сейчас, друзья, пробую. Включить прибор обнаружения электромагнитных полей.
на данный момент есть небольшие значения, но не особо большие. Можете сами увидеть. Сейчас вообще пропали. В общем, хочу сказать, что на этот эксперимент сущности, обитающие здесь, никак не реагируют. Поэтому сейчас я собираюсь провести еще один эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Итак, дорогие друзья, следующий эксперимент у меня с радиоприемником. Те, кто смотрит меня, наверняка помнят, как он работает и в чем его суть. А для тех, кто не помнит или первый раз смотрит, в общем, действие радиоприемника. Я настраиваю радиоприемник на такую волну, то есть, как сказать, я вывожу, вот здесь идет ползунок, который выбирает волну. Я вывожу его за поля каналов, то есть он находится в том положении, где нет вообще никаких радиоканалов. Там находится только единственный белый шум. И с помощью этого белого шума возможно вступить в контакт. То есть нужно вслушиваться в сам шум, и возможно сквозь него можно что-то услышать. То есть какая-нибудь сущность, призрак или тому подобное может что-то через этот шум сказать. Сейчас мы проверим, получится ли у нас или нет. Сущность, которая здесь живет, вступить со мной в контакт. Дай мне знак. Можешь мне что-нибудь сказать?
Скажи мне что-нибудь. Дай знак. Друзья, был момент, как будто что-то кто-то сказал. Дай мне знак. Вот. Что ты сказал? Повтори еще раз. Очень странные моменты. Сейчас было тоже мгновение, что что-то попадалось. Что могу сказать, друзья? На радиоприемник он все-таки как-то реагирует. Единственное, что среди этого шума очень тяжело распознать, что именно говорит сущность, обитающая здесь или в другом месте. И, естественно, я постараюсь для вас, насколько это возможно, выделить этот момент, как-то отсеять звук самого приемника, чтобы вы услышали, что было, что звучало и было сказано той сущностью, которая здесь обитает. Честно говоря, не по себе мне. Давайте пройдемся. Не понял. Так, друзья, сейчас я решил еще раз пройтись с прибором обнаружения электромагнитных полей. Сейчас в квартире полная темнота. Единственное, что
Свет только от моих фонарей. Странно, друзья, но вот в этой комнате абсолютно ничего нет. Вот опять же этот угол. Здесь прям зашкаливает. Даже, кстати, хуже, чем в прошлый раз. Друзья, не обращайте внимания, скрипят полы. В общем, друзья, самый эпицентр — это кухня и прихожая, как и в прошлый раз. Не понял. У меня сейчас вырубился прибор сам по себе. А ну, кстати, у меня батарея садится. А вот здесь абсолютно ничего нет. Ничего. Не показывает. Так, друзья, сейчас я немного посижу, понаблюдаю за ситуацией, послушаю тишину, что будет происходить вообще в квартире. Сущность, которая здесь обитает, дай мне знак. Сделай что-нибудь. Урони, пошевели, что-нибудь подобное. Друзья, я сейчас вспомнил, чтобы не сидеть просто так, я, пожалуй, возьму сейчас диктофон и попробую, может быть, что-нибудь на диктофон запишет. В прошлый раз диктофон ничего не показал, может быть, в этот раз как-то более активно проявит себя сущность, которая здесь обитает.
Дай мне знак. Вступи со мной в контакт. А еще лучше расскажи мне о себе. Кто ты? Как ты здесь появился? Что тебя здесь держит? Друзья, я сейчас специально прошелся по тем местам в квартире, где была наиболее активная зона. Давайте послушаем, что получилось. Дай мне знак. Вступи со мной в контакт. А еще лучше расскажи мне о себе. Кто ты? Как ты здесь появился? Что тебя здесь держит? Не понял. Кто здесь? Кто ты такой? Друзья, это и был знак. Честно говоря, я не ожидал этого увидеть так в открытую. Потому что в прошлый раз это все было скрытно во время того, как я спал. И в этот раз я не ждал, что она так открыто начнет себя вести. Где ты? Твою мать. Друзья, эта дверь тоже открылась. Друзья, сейчас у меня в руках находится листок, на котором написаны слова, то есть заклинания для изгнания демонов. Честно говоря, я первый раз это буду делать и не уверен, что это получится у меня, но все же попробую. Exorcismus omnis emendus.
Тресио. Друзья, я прочел. Пока ничего не происходит. Гуляй! Пиздец. Друзья, честно говоря, у меня так сейчас сердце колотится, что я даже не знаю, что сказать. Где ты? Друзья, я не понял, подействовало ли это заклинание так или еще что-то. Но, скорее всего, то, что я прочитал заклинание, это ему не понравилось. Возможно, я что-то прочитал не так, а что-то правильно. Из-за этого как-то разозлил сущность, обитающую здесь. И мне сейчас на самом деле очень не хочется здесь находиться, а тем более досиживать здесь ночь. Сейчас я просто поставлю камеры, буду сидеть и ждать утра. Благо, до утра осталось недолго. И надеюсь, что ничего страшного со мной не произойдет.